Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу вначале сказать пару слов, которые вам будут полезны, как и все мои вступительные слова. Когда силы начинают помогать человеку, когда человек честен перед собой, когда человек понимает для себя, не обязательно всем говорить об этом, ходить, трубить об этом, но когда человек для себя понимает, что ни учения, ни какие-то школы психологии, ни какие-то религиозные нравоучения, моральные какие-то нормы, которые придумало человечество, не утоляют до конца жажду знаний и не дают ему того, что он хочет в этой жизни. Он должен быть честен самим собой. Когда он честно это признает и понимает, что для его счастья, процветания нужно нечто другое и больше, чем просто помолитесь или будьте хорошими людьми, или наслаждайтесь жизнью, или помогайте кому-то. Когда все эти учения не дают никакого эффекта, а иногда может быть очень малый эффект, человек приходит к магии. Называет он по-разному это явление. Природные какие-то явления, необъяснимая сила, аномальная сила, учение, древние знания, древняя наука, как хотите. Но это магия. Магия именно в переводе с латыни означает мудрость. Вселенская мудрость, мудрость мироздания. Каждый народ по-своему это объясняет, но итог один. И чем старше человек становится, тем больше он понимает, убеждается в том, что магия существует, и это не просто так сказано издревле. Почему магия стала врагом современных религий? Ничего удивительного. Когда приходит новая власть, то стараются уничтожить все деяния старой власти и начать с нулевой точки. Кроме того, напоминание о древних богах новой религии невыгодно, неудобно и не нравится. Потому что древние боги – это совершенно иные учения. И в итоге мы понимаем, что можно обмолиться до посинения, помощи не получишь, твои проблемы усугубятся, еще хуже станут. Но стоит начитать заговор, и то, что вы хотите, получается. Я недавно выставила видеоролик «Поклонение и служение», чтобы объяснить вам, что такие, как я, служат этим силам. И с помощью их служения, благодаря их служению, они получают ту информацию, которую могут дать людям, и люди, поклоняясь, потому что все, что вы делаете, называется поклонение. Вы поклоняетесь силам, как делали наши предки, наши далекие пращуры, отцы и деды, да, прадеды, прапрадеды. Они поклонялись силам, просили и получали, а жрецы служили силам. Вся их жизнь была посвящена храму, вся их жизнь была посвящена служению. Они были проводники между богами и людьми. Они были и медиумы, они были и пророки, они были и ясновидцы, они были и врачеватели, и целители, и ведьмаки, и служители культа. Все вместе. Это жреческая каста. Их предназначение из поколения в поколение служить силам
и тем самым помогать человечеству. К чему приводит познание истины? Приводит к тому, что вы понимаете, что эти все страшилки на самом деле желание держать вас в узде, под контролем, не дать вам возможность хотеть, желать большего, жить под пятой современных религий. А все эти духи, все эти древние защитники, которые были призваны для человека, для защиты человека, они были оболганы, унижены, оскорблены. Тысячи всяких молитв и заговоров, как их изгонять, как их выгонять. И в итоге мы лишились этой природной защиты, которая у нас была, которая была у наших предков. Но у нас есть большой шанс и возможность повернуть их обратно к себе. И не то, чтобы заставить служить, а сделать так, чтобы они хотели нам помогать, видя наше хорошее, уважительное отношение к ним. Что мы не мешаем им существовать, сосуществовать с нами рядом в одном пространстве. И вот в благодарность за такое принятие их и почитание их, мы не поклоняемся чертям, бесам, как некоторые пытаются. Мы не бесопоклонники, друзья мои. И я не бесопоклонник, и я не чертопоклонник. Просто я знаю, как эти силы направить во благое дело для себя. Откройте мою лекцию «Черти» и поймете, кто такие черти. Они не злые, не добрые, это хитроумные духи, которые спускаются к нам из чертогов, разных чертогов Вселенной. И служат у разных сил, у разных богов. Служат человеку, служат природным силам. Они могут как и помогать. Такие, скажем так, вот у купцов были такие различные секреты привлекать чертей и с помощью них вести хороший торг. И, как говорят на современном языке, косить своих конкурентов. То есть через некоторое время абсолютно неизвестный человек, который начал торговать, мог подняться до очень больших высот. И купеческая гильдия играла огромную роль то есть в политике страны. Многие купеческие дочери становились царицами, становились королевами других стран. Их брали замуж не за родовитость, а за деньги. Деньги очень многое значат за их приданое, за то, что они могли позволить себе содержать целую армию, а для королей, для властителей это очень большая подмога в любой момент войны и бунтов. Так что деньги играют огромную роль. И сказать о том, что мои работы только для тех, кто покупает и продает, это неправильно. Ведь мы продаем и интеллектуальный труд. Люди продают свои там работы. Вот, пожалуйста, перед вами вот эти все куклы авторские, сделанные авторами, да, которые продают свой труд. Это ведь тоже труд, это талант. Талант, который обретает, скажем так, телесное проявление, если можно так сказать, в куклах, предположим. Кто-то преподает английский, но ему этого недостаточно, хочет заниматься репетиторством, хочет переводчиком работать в такой хорошей фирме, объездить другие страны, жить лучше. Кто-то ведет в каком-то сельском музее экскурсии, а хотел бы вести музей, то есть в залах Эрмитажа. Человек должен стремиться к большему. Это тоже некое купечество, понимаете, некая продажа своих знаний, умений. Грубо звучит, но это так. Поэтому в моих работах, когда есть там слова купцы, там я купец и так далее, это не обязательно, чтобы вы действительно за прилавком стояли. Хотя это тоже не возбраняется, если человек
своим трудом зарабатывает деньги и кормит свою семью, это замечательно. Нет позорных работ. Позорно ничего не делать в этой жизни, ничем не заниматься и вымогать у людей, грабить людей и так далее. Пойти на преступления ради чужих денег, которые не твои. Вот это позорно. А работать и подметать, и шить, и что-то делать, это нормально, это труд человеческий. Каждый чем-то занимается, кто-то ритуальными услугами занимается, как бы это ни звучало страшно, но кто-то же должен и достойно покойных проводить и так далее. Понимаете, каждый находит свою нишу в этом мире, и это развивает, и стремится к большему. Хочет, чтобы его дети жили не хуже других детей. Разве в этом есть что-то такое нехорошее? Наоборот, скажем так, неимение денег, неимение возможностей, это приводит к криминалу, это приводит к плохим последствиям, потому что человек попадает в какую-то ситуацию, когда надо лечить близкого человека, денег нет, вот тогда он идет на преступление. Вот это плохо, да, это криминал. Бедность приводит к криминалу. Бедных людей вербует во всякие там нехорошие организации и потом направляет на восток. Когда человек беден, он зависит от любой копейки, он готов на все. Мы смотрели фильм про львов-людоедов в Танзании, как там они пересекают границу ночью, потому что в ЮАР не пускают, а ЮАР это более-менее как бы хорошо живущая страна, единственная в Африке. И люди, рискуя своей жизнью, через эти джунгли перебираются, чтобы заработать себе хотя бы на еду. Понимаете, к чему приводит бедность? И зависит от человека. Либо ты будешь подчиняться, либо ты будешь повелевать своей судьбой. Полностью свободный человек не может быть. Полностью свободным мы можем быть, когда у нас свобода совести. Вот человек слепой торгует, а у него деньги лежат, там он не видит. Подходит кто-то, взял, ушел. Подходит кто-то, схватил, пошел, товар. И ты, может, смотришь и думаешь, а вот все забирают, а почему я не могу? Потому что они все рабы своего порока, своей подлости. Они в рабстве находятся, они зависимы от своего порока, воровать, поступить подло, нагло. А ты свободный человек. Ты можешь себе позволить остаться человеком. Вот и все. Вот твоя внутренняя свобода. Спрашивайте, где свобода в этом мире? Внутри нас. Все проходят мимо собаки, которая умирает. А ты подходишь, забираешь в эту ветклинику, лечишь, выхаживаешь, оставляешь у себя или отдаешь в добрые руки. Они зависимы от своей подлой, жалкой натуры. А ты свободный человек. Ты можешь себе позволить быть свободным от всяких рассуждений. Ты можешь себе позволить быть свободным от страха, вдруг не справлюсь. От брезгливости ты свободен, потому что больное животное мало вызывает радости. Вот ты свободный человек. Ты поступаешь как человек, значит, ты свободный. Об этом мы потом побеседуем с вами подольше. Так вот, черти. Я вам дарила в эти годы много работ, связанных с чертенятами, с чертями. И пришло время для этого заговора. Назову-ка я это день чертенят. Знаете почему? Потому что мы говорим часто чертов день, да ну его к черту, черт его возьми, черт его побери, да черт его знает и так далее. Черт. Звучит как-то плохо, потому что после принятия христианства всех духов сделали, то есть против закона, да, то есть они вне закона, персона нон грата. И мы привыкли, что это плохое слово, что это плохие духи, они злые, к ним надо посылать. Если что-то там, говорят, чертыхается, вот постоянно чертовый день, чертовые люди, чертовые собаки и так далее. И мы настраиваем их против себя, потому что мы их имена зовем в плохое время, когда у нас эмоции нехорошие, отрицательные. И черти настраиваются против нас. А мы хотим, чтобы силы мироздания, духи мироздания, любые, будь они из чертогов спущенные вниз,
природные духи, помощники леших и помощники домовых, которые дворовые, банщики, да, банник, банщик, по-разному его называют. Кикимора называется, домовиха, чтобы они все, вот эти духи, служили нам. Почему вот эти куклы были созданы вообще издревле? Им давали различные имена. Вообще вот куклы, изображения различных мифических существ, это тоже определенная, знаете, как материализация, персонализация этих духов в нашем мире. Они захотели своих двойников увидеть здесь, свой облик, свой образ увидеть здесь. То есть дали возможность этим силам, этим необычным существам находиться в теле кукол и прийти в наш мир, чтобы люди ими любовались. Они захотели показать себя, какие они, какой облик им нравится больше из всех выбранных нами за тысячелетия. Не бойтесь этих сил, не бойтесь духов, не бойтесь тех же душ ушедших, которые рядом с нами находятся. Это их мир точно так же, как и наш. Они имеют полное право здесь находиться, как и мы с вами. То есть мы не имеем права их гнать, чураться. Мы можем изгнать тех духов непрошенных, которые приходят и приносят, да, неудачи. Я вас учила, как это делать, и дала много работ для этого. Но вообще, в общем и целом, лучше с этими силами дружить. И вы посмотрите, как они будут вам помогать. Я даю вам в руки ключ. В мире очень много сил, очень много энергии, очень много духовных созданий, существ, которые обитают вокруг нас. И человек, который не знает, как с ними справиться, как найти с ними общий язык, как у них что-то попросить и так далее, он путается, он боится их. Я даю вам ключ, знания, с помощью которых вы можете управлять ими. Вы можете направить в правильное русло вашу энергию, вашу жизнь. Вы знаете, кого призывать, когда, что просить. Друзья мои, вот те люди, которые хаят, или которые боятся, или которым лень вообще трогать мои работы, если бы они хоть пару моих заговоров начитали в какой-то нужный момент их жизни, когда нужна была помощь, они были бы ошарашены, шокированы, как это сработало. Они даже не представляют, и они не понимают, почему люди восхищенно пишут, благодарят. Они людей обзывают и сектантами, и вот вы там под мороком, вы сумасшедшие. На самом деле под мороком они и идиоты они. Потому что они упускают эту возможность жить хорошо. Ведь я же не знаю их, они возьмут, сделают мою работу или нет. Я же не слежу за ними. Они могут ради интереса взять делать. Было очень много таких людей, которые потом извинялись и говорили: у меня вот прям, меня совесть мучает, я не могу не сказать вам. Я действительно, я писала там гадости и все, я не верила в это все. Но однажды попала в такую ситуацию, что пришлось взять и начитать ваш заговор. Выхода не было. И когда он мне помогло, мне стало стыдно, что я вот такие вещи про вас говорила. Даже не трогая, не зная. Как это, этот торт фигня, да, а вы ели? Нет, но я знаю, что это ерунда. Эти люди, ну, может быть, как говорит Илона, не каждый же достоин хорошей жизни. Так что и не каждому это дано, дойти до этого. Но я просто пытаюсь вам сказать, что наши отцы и деды, наши далекие деды, предки наши, они жили в ладу с этими духами. Поэтому они были счастливее нас намного и дольше жили. И понимали природу, и мудрее были, и самодостаточнее были, понимаете? А у нас закрылась, у человечества, имею в виду, связь закрылась с космосом, с мирозданием. Мы стали одни, лицом к лицу с нашими бедами. И начались кровопролитные войны, религиозные противостояния. Человечество потеряло свою мудрость. И поклонение своим святыням, богам, которые ничего не дали, не помогли. Мы с вами видели на днях, я выставила видео, где женщина поменяла религию ради мужчины. Это самое последнее дело, ради кого-то менять себя, чтобы понравиться. Он же тебя не такую любил.
Он любил тебя другую, вот оставайся той, которой тебя любили. Но дело не в этом. Жить с человеком, который религиозный, который в момент смертельной болезни не стал другом, начал угнетать, еще хуже сделал. В чем же тогда вера проявляется? Поклоняться тому Богу, тем богам, от которых нету помощи тебе, и упорно продолжать им поклоняться? Где логика? Если человек болеет, то он пьет лекарство. Если это лекарство не помогает, он больше не пьет. Но пить лекарство всю свою жизнь, которое тебе не помогает ничем, наверное, человек не станет. Однако хочу спросить, молиться, поклоняться тому Богу, который тебе ничем никогда не помог всю твою жизнь. Где логика у человечества? Его нет. Человечество потеряло свою мудрость. Оно не умеет правильно думать и понимать, и принимать решения. Идет, знаете, вот это стадное чувство, как все, так и я, вот за всеми, чтобы не нести ответственность за свою жизнь. А вы другие, вы представители других рас, других цивилизаций, других, знаете, племен, династий, которые до нашего дня, то есть дожили, да, и вы их потомки. И в вас этот разум остался, и он начинает пробуждаться и начинает больше понимать, что не надо бояться ничего, не надо бояться этих духов, этих сил. Надо жить в ладу с ними. И тогда твоя жизнь будет совершенно другая. И они сами поняли, это тот самый секрет, узнав который, ты больше никогда не будешь прежним. Ты не будешь рабом, тебя не будут угнетать. Ты не будешь жить в бедности. Ты не будешь зависеть от всех. Ты свободный станешь человек. Твоя внутренняя свобода. Свобода полностью бывает только у сумасшедших. Если бы мы все были полностью свободны, раздевались и ходили бы по улице, нам как бы до лампочки, извиняюсь за выражение, кому не нравится. Но это же не свобода, это уже анархия. Мы путаем вседозволенность и свободу. Свобода должна быть внутренняя. Я вам сказала, что это. Позвольте себе остаться человеком. Не зависьте от низменных чувств, от страхов. Вот видите, что упал человек, все проходят мимо там, алкаш там, напился и упал. А ты понимаешь, что это не алкаш, что ты чувствуешь, что что-то не то. Подходишь, а у человека с сердцем проблемы, вызываешь скорую и так далее. Если бы ты не подошел, он бы умер. Ты свободна или свободен от всех этих предрассудков, ты свободен от этих рамок человеческих. Потому что многие рамки поставили люди. На Востоке запретили развод, да и здесь тоже на Руси так было до революции. Знаете почему? Почему считался развод позорным? Люди придумали ради своей выгоды. Они оправдывают какими-то традициями, обычаями насилие, бесчеловечность, людоедские какие-то поступки. Они просто оправдывают традициями. Когда нужно придерживаться хороших традиций, а не абсурдных. Просто дело в том, что когда разводилась женщина, возвращалась в дом отца, и родители уже были пожилые или уже умерли к тому времени, и обязанность кормить семью сестры брал на себя брат. И для того, чтобы себе не сделать урон, вот начал действовать этот закон, что возвращаться позорно, чтобы было удобно, выгодно родственникам. Понимаете, всем хорошо в зоне своего комфорта. Порой родители заставляют дочь жить с мужчиной, мол, он хороший, такой-сякой, лишь бы им не было лишней проблемы прокормить свою дочь, помочь своей дочери. Если он ее убьет, они спокойно пойдут, похоронят, дальше придут, будут дальше жить. И такое было, когда недавно я смотрела, как в Осетии пырнул ножом жену на работе. Ну, она погибла потом, не выжила. А потом узнали, что ни родители не помогали ей. И в итоге они отдали сына семье мужа. Мол, это их ребенок, они отдали семье убийцы. То есть о чем это говорит? Что если бы у этой бедной девочки была поддержка, этот нелюдь знал бы это, и он бы не рискнул так себя вести нагло. Но поскольку он понимал, что ему ничего не будет, он пошел на этот шаг. Понимаете? Люди зависят
от что люди скажут, или зачем мне это надо, или а вдруг я не справлюсь, или зачем мне этот блохастая собака, он умирает. Природа возьмет свое. Видите, зависит от малодушного высказывания, малодушное оправдание своей слабости и бесчеловечности. Природа сама возьмет. Природа должна заботиться. Естественный отбор. Если ты возьмешь эту собаку и позаботишься, естественного отбора не произойдет. Вырастет эта собака, потому что ты проходишь, тебе показывает это, помоги, человек. Ты зависишь от этого всего, от этого низменного. А если ты пошел, помог, невзирая на то, что зачем тебе это надо, да оставь ты ее, они все рабы, а ты свободный. Ты можешь себе позволить роскошь быть свободным. Так вот, если ты свободный человек, тогда вместо того, чтобы гнать от себя эти силы, которые всем внушают страх и ужас, привлеки их на свою сторону, и они будут тебе помогать. Это хитроумные духи, которые будут делать все во благо тебе. Как это действует, друзья мои? Вот, например, человек говорит, вот я иду к шефу попросить там новой должности или побольше денег, больше зарплаты. Не начитал, пошел, а он на удивление выслушал и согласился. А как это действует? Как это работает? А я вам скажу, вот вы начитали, чтобы было, как я хочу. Идете, а до того, как пойти, духи начинают ему внушать, что надо тебе помочь, что ты хороший работник. Они ему внушают, и он думает, что это его мысли, что это он сам так думает. Да, действительно, человеку надо, пора уже помочь, он как-то уже давно работает и хорошо работает. Надо таких людей поощрять, нельзя обижать. Это не его мысли, это навязанные мысли. Но он думает, он говорит так, и он помогает, он выслушивает тебя. Вот так работают духи. Мы их не видим, но когда мы к ним относимся с уважением, когда мы их призываем, когда мы их просим, когда мы начитываем что-то, они слышат нас и все время начинают помогать. Если кто-то хотел тебе навредить, они как начеку, понимаете? Кто-то хотел тебе навредить, они внушают этому человеку, что этого нельзя делать, это может для тебя плохо закончиться. А вдруг у тебя ничего не получится, еще хуже будет. Да оставь ты в покое, да живи ты своей жизнью. Зачем она мне нужна? Действительно, еще думаю, они отводят от тебя эту опасность. Если кто-то хочет, например, ты чем-то занимаешься, вот куклы делаешь, да, вот эти изготавливаешь, они внушают человеку, они видят, кому нужна твоя работа, или твой товар, или твои произведения искусства, и они внушают, вот такие есть хорошие работы, такой мастер. Там, или вот он там ищет в интернете и непроизвольно выходит ваше имя. Находит, приходит, оплачивает вам. Понимаете как? Очень много различных способов, но самое главное, что если они поняли, что ты к ним относишься хорошо, ты знаешь, что они есть, ты веришь в их существование и уважительно к ним относишься, они будут тебе помогать. А заговоры – это усилия. Заговор – это всего лишь правильное обращение. Когда тебя учат, как правильно обращаться. Вот ты идешь там куда-то в кабинет, говоришь, здравствуйте, я хочу у вас справку получить. Говорит, извините, но приходите там в такой-то день, зарегистрируйте. А когда тебе говорят, иди скажи, что ты от там Ивана Ивановича. Говорит, здравствуйте, я от Ивановича, вот, заходите. Понимаете, вот о чем речь? Заговор примерно то же самое, если объяснить вам на простом языке. Вы говорите такие слова, которые они сразу поняли, осознали, откуда это, и что ты говоришь сознанием дела, не лишь бы там помогите мне кто-нибудь, а вот сознанием дела нацелено, ты знаешь, что ты хочешь, к кому ты обращаешься. День чертенят. Начитывайте этот заговор. Неважно, есть у вас чертенята дома, нету. Если нету, потихоньку будет возможность, закажите. Пусть они будут в вашем доме. Это хитроумные духи, которые будут охранять ваш дом, помогать вам, предупреждать вас. Как они это делают? Через сны, через внушение, через идеи. Понимаете, они не сядут вокруг, там, напротив чай пить.
Это уже бред. Если люди так пишут, там вот приходят, мы разговариваем, это уже в психушку надо отвести. Потому что духи общаются подсознательно с человеком. Подсознательно тебе внушили вот какую-то мысль. Ты пошла, сделала, у тебя получилось. Вот это да, почему я раньше... Они внушили тебе, ты же все время к ним обращаешься, ты же там им угощения ставишь, всякие сладости, вот и здесь есть сладости. Ты просишь их, они начеку, они тебе внушают все время, они тебе дают новые идеи, новую возможность. Хороших людей приводят, чтобы вы хорошие знакомства создают в твоей жизни. То есть через идеи, через чувства, через эмоции они тебе помогают, продвигают тебя вперед, скажем так. А для этого нужно, чтобы ты просила. Пока ты не попросишь, эти силы не вмешиваются в твою жизнь. Они демократичны. Вот эти все мои слова пошли по могуйкам, все это говорят. Я рада, конечно, что мои слова... Ну, хотелось бы, чтобы обычные люди это говорили, что они поняли. Но могуи быстренько поняли, смыкнули, как надо чего. Ладно, не будем на них зацикливаться. Так вот, чертенята, может, и видят, что тебе нужна помощь, но ты же не просишь их. Они не имеют права вмешиваться, пока ты не скажешь. Есть закон во Вселенной. Они могут тебе помочь только с твоего разрешения. Ты сказала, попросила, все, им разрешили. Ты открыла им дорогу к себе. Смотрите, как нужно начитывать этот заговор. Есть несколько вариантов. Создаете вот такой алтарь с украшениями, с деньгами, со свечами. Красивый алтарь. Раскладывайте свои драгоценности, чертенят начитывайте 6 раз. Второй вариант. Нет у вас чертенят, без чертенят. Раскладывайте все, начитывайте. Третий вариант. Просто открывайте гардероб, там, шкаф, начитали на свои вещи. У вас будет обнова новая. Открывайте сундучок с драгоценностями, начитали там. Встали, посмотрели по сторонам, все, что у вас есть, все, что вы имеете, на все. Начитывайте. И такое будет ощущение, как будто мир пришел в движение. Знаете, вот прям такое чувство, как будто вот целая армия сорвалась с места, и все, бегом на все стороны света. Все кружится, все вертится. Это шустрые духи. Они никогда не дадут вам жить в бедности, в трудности. Они все время будут приносить и приносить вам новые идеи, новые возможности. Конечно, с воздуха не будет сыпаться, но есть люди, которые работают, как ишаки, день и ночь, а результата нет. А есть люди, которые поняли, что надо делать, и вот по этому направлению идут, и у них все получается. И мой вам совет. Развивайте одно направление, не распыляйтесь в разные стороны, иначе у вас ничего не получится. Если одно направление у вас получилось, вы достигли высот, потом с этого направления дальше вот такие ветки растут в разные стороны. Вот фирмы вам, например, создавали сначала телефоны, нормально все. Потом начали компьютеры создавать, потом начали стиральные машинки. Понимаете? Ну, то есть недалеко уходя от своей специфики, но вначале развивайте одно. Потому что вы должны вложить всего себя в одно дело. Откройте мою лекцию «10 шагов к богатству». И посмотрите, оно вам вправит мозги и на место поставит лучше, чем всякие марафоны, всякие, не знаю, лекции о богатстве и прочее. Четко, ясно, по полкам. Следуйте этой инструкции. Я знаю, что я говорю. Итак, заговор следующий. Читать 6 раз. И что будет в итоге? Часто читайте и увидите, что будет в итоге. Если вы работаете на себя, у вас клиентская база увеличится, от звонков у вас времени не будет просто. Ведь чертенят миллионы в мире, а вы к ним обращаетесь. Это целая ваша армия. Понимаете?
Это раз. Если у вас кафе, у вас день и ночь будут люди, эти конкуренты будут просто удивляться тому, что происходит, они будут там нашептывать, начитывать, маг кидать, еще что-нибудь где-то прочитали. Ни черта не поможет. Я знаю одну историю забавную. Меня начали узнавать. Знаете, у меня нет этой звездной болезни. И звездой это себя, я вообще это дурацкое слово терпеть не могу. Но меня часто начали узнавать, и особенно в торговых центрах, потому что в основном-то люди ищут заговоры денежные, люди, которые торговлей занимаются, это своим делом, от прибыли у них процент свой. И часто узнают меня вот именно в таких торговых центрах. И одна женщина, я сидела в кафе, она: ой, Инга, это вы? Извините, что я вас отвлекаю, можно я вот... Она хотела меня чем-то угостить, я говорю: нет, 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 я не хочу сейчас сладкое, но спасибо, я это ценю. Она там: ой, подождите, я хочу вам что-то подарить. В общем, вся засуетилась, и Вера ее зовут, она в электростале работает, торговый центр Эльград. Неважно. И она говорит: вы знаете, здесь несколько магазинов, которые торгуют одеждой, там разнообразные. И, в общем, одна женщина очень хорошо продает ее магазин, и говорит: мой магазин. И все думают: что вы там, почему вот у этой и у тебя вот прям торговля, а у нас как-то мы и такое приносим, и всякие скидки делаем. И говорит: я делаю вид такой наивный, что я не знаю, ну, может быть, может, у меня интересные вещи, не знаю. И однажды рано утром, когда они начали открываться, она начитала заговор. Ну, прошлась там, видимо, что-то должна была сделать, забыла. И говорит: я прохожу, смотрю, она тот же заговор стоит, читает, 4 менялы. Поворачивается на все стороны, не видит, что я ее вижу. И говорит: мне так стало смешно, знаете, сестра по разуму. А ведь приятно осознавать. И ведь ты видишь это. Ты видишь, что у тебя хорошо, и у этого человека хорошо. Вот о чем речь. Если силы вам помогают, если они привели и дали вам это все, это значит, что вы этого заслуживаете. И они хотят, чтобы вы и ваши дети жили хорошо. Если кому-то мои вступительные слова не нравятся, я тоже иногда по старой привычке, это надо искоренить, конечно, тысячелетиями к нам это приходило. Я тоже посылаю к черту, но к плохому черту. Вступительное слово объясняет человеку, зачем ему это надо. Чтобы он настолько понял, осознал и для себя решил. И тогда, когда человек твердо решает для себя: да, мне это надо, вот тогда открывать его подсознание. И вот это та самая, как бы сказать, тот самый канал денежный, как вы любите говорить, открывается. И вот через этот канал вы и привлекаете эту удачу, потому что вы поняли, зачем тебе это надо. Пропал страх, пропала неуверенность, стопроцентная такая вот уверенность в том, что мне это надо, я это сделаю, начитаю, тем более, что это несложно. И вот тогда появляется то самое под названием удача, богатство, деньги, везение и так далее. Итак, я вам сказала, как это читать. Здесь откупаться не нужно, потому что они сами, забирая, принося вам это богатство, они берут отчасти энергию денег, энергию драгоценностей. Они берут от них. Это мизерная энергия, не знаю, даже не 1, не знаю, сотни десятых или сотни сотних, миллионных. Очень мизерная энергия, которая нужна и достаточно для того, чтобы получить свою выгоду. Итак, заговор длинный, но очень складный и легко запоминается, легко читается. Начнем. Читайте так, как написано. Где-то вы называете себя, то есть мужским словом, ну, то есть султан, а не султанша, да, купец. Но это нужно.
это определенная тайна именно русских заговоров. Здесь менять ничего не нужно. В этом тоже есть определенный ключ. Все остальное, естественно, мужчины читают по-своему, а женщины в женском роде. Вот. И перечисление атрибутов богатства тоже играет определенную роль. И очень важную. Потому что эти слова содержат в себе энергию богатства. Уже эти слова, поскольку их произносят тысячелетиями. Они уже наделены этой силой. Я султан средь купцов. Я ученый средь сотен мудрецов. Я что хочу, получаю. Я ни в чем нужды не знаю. Я нашла ключ от всех тайн. Я узнала секрет богатства. Мне служит все чертово братство. От мала до велика мне кланятся. Мудрые черти да молодые черти, да хитрые чертенята. Кому черти страх и невезение, а мне подмога и благословение. Черти мои верные слуги. Они меня ведут к успеху, а врагов моих по миру пускают злой толпе на утеху. У меня великий стан есть, у меня рать чертовская, моя подмога, моя дружина. Черти служат моей славе, черти удалые, скачут по горам, скачут по полям, по селам, по городам. Черти мне служат, черти со мной дружат, черти всех на мой товар созывают, черти мне богатеть помогают. Черти моих врагов путают, черти мне нужных людей приводят, черти от меня опасности отводят, со всего мира собирают мне монеты, деньги, злато да серебро. Черти тащат на спинах добро, и сундуки с богатством да шелками, с дорогими мехами да соболями и жемчугами да заморскими дарами. Столы мои ломятся от вкусных явств, кошельки лопаются от денег. Катаюсь, как сыр в масле, врагам моим фига, а мне все добро мира. Враги в дураках, а я при деньгах. Черти день и ночь трудятся на славу, чтобы я богато жила, чтобы я сытно да вкусно ела, да в мехах ходила, да в золоте щеголяла. Черти меня почитают за то, что я их уважаю, за то, что я их угощаю. Служат они мне и будут служить, и все богатство мира мне будут носить, и мне послужат и моим детям, и моим внукам, и всем моим потомкам. И столько богатства мне принесут в дом, что и мне в радость, и детям останется, и на 7 колен моим потомкам достанется. Черти мои дружки да помощники, а врагам моим супротивники. Истинно так. Ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз. Я султан средь купцов, я ученый средь сотен мудрецов. Я что хочу, получаю. Я ни в чем нужды не знаю. Я нашла ключ от всех тайн. Я узнала секрет богатства. Мне служит все чертово братство. От мала до велика мне кланятся мудрые черти да молодые черти, да хитрые чертенята. Кому черти страх и невезение, а мне подмога и благословение. Черти мои верные слуги, они меня ведут к успеху, а врагов моих по миру пускают злой толпе на утеху. У меня великий стан есть, у меня рать чертовская. Моя подмога, моя дружина, черти служат моей славе, черти удалые, скачут по горам, скачут по полям, по селам, по городам, черти мне служат, черти со мной дружат, черти всех на мой товар созывают, черти мне богатеть помогают, черти моих врагов путают, черти мне нужных людей приводят, черти от меня опасности отводят, со всего мира собирают мне монеты, деньги, злато да серебро. Черти тащат на спинах добро, и сундуки с богатством да шелками, с дорогими мехами, да соболями и жемчугами, да заморскими дарами. Столы мои ломятся от вкусных явств. Кошельки лопаются от денег, катаюсь, как сыр в масле. Врагам моим фига, а мне все добро мира. Враги в дураках, а я при деньгах. Черти день и ночь трудятся на славу, чтобы я богато жила, чтобы я сытно да вкусно ела, да в мехах ходила, да в золоте щеголяла. Черти меня почитают за то, что я их уважаю, за то, что я их угощаю. Служат они мне и будут служить, и все богатство мира мне будут носить.
И мне послужат, и моим детям, и моим внукам, и всем моим потомкам. И столько богатства мне принесут в дом, что и мне в радость, и детям останется, и на 7 колен моим потомкам достанется. Черти мои дружки да помощники, а врагам моим супротивники. Истинно так, ключ, замок, язык, заклинаю. И вы чувствуете, как пространство вас слышит, и эти духи слышат, что они вам дружки, что они вам будут помогать. И вы посмотрите, как они будут вам помогать. Они будут вам помогать. Говорите это с выражением. Можете не прям громко кричать, ну так, в полголоса. Можете громко, если вы одни дома. Это очень замечательная работа, которая многих может вывести просто за руку из кризиса, из депрессии, из много других бедствий. Ну, как, впрочем, и другие мои труды. Я еще раз прочитаю, и все. Вам нужно 6 раз читать. Просто слишком долго получается ролик, а мне уже пора еще кое-какие дела делать. Итак. Ой. Я султан средь купцов. Я ученый средь сотен мудрецов. Я что хочу, получаю. Я ни в чем нужды не знаю. Я нашла ключ от всех тайн. Я узнала секрет богатства. Мне служит все чертово братство. От мала до велика мне кланяться. Мудрые черти да молодые черти. Да хитрые чертенята. Кому черти страх и невезение, а мне подмога и благословение. Черти мои верные слуги. Они меня ведут к успеху, а врагов моих по миру пускают. Злой толпе на утеху. У меня великий стан есть, у меня рать чертовская, моя подмога, моя дружина. Черти служат моей славе, черти удалые, скачут по горам, скачут по полям, по селам, по городам. Черти мне служат, черти со мной дружат, черти всех на мой товар созывают, черти мне богатеть помогают, черти моих врагов путают, черти мне нужных людей приводят, черти от меня опасности отводят. Со всего мира собирают мне монеты, деньги, злато да серебро. Черти тащат на спинах добро, и сундуки с богатством да с шелками, с дорогими мехами, да с соболями, жемчугами, да с заморскими дарами. Столы мои ломятся от вкусных явств. Кошельки лопаются от денег, катаюсь, как сыр в масле. Врагам моим фига, а мне все добро мира. Враги в дураках, а я при деньгах. Черти день и ночь трудятся на славу, чтобы я богато жила, чтобы я сытно да вкусно ела, да в мехах ходила, да в золоте шагаляла. Черти меня почитают за то, что я их уважаю, за то, что я их угощаю. Служат они мне и будут служить. И все богатство мира мне будут носить. И мне послужат, и моим детям, и моим внукам, и всем моим потомкам. И столько богатства мне принесут в дом, что и мне в радость, и детям останется, на 7 колен моим потомкам достанется. Черти мои дружки да помощники, а врагам моим супротивники. Истинно так, ключ, замок, язык, заклинаю. И напоследок скажу вам, друзья мои, пусть остальные хают, боятся, оскорбляют эти силы и получают то самое фига. А вы к ним относитесь дружелюбно, почитайте, обращайтесь к ним, просите их и живите хорошо. И пусть они думают, а в чем секрет? А секрет в том, что вы свободны от предрассудков, от рабства, от страха, от глупостей, от поповских сказок. А они их рабы. А рабы, сами знаете, как живут. Вот так они и пусть живут. Не хотят разум свой открыть, значит, туда им и дорога. Пусть для них идти к черту звучит страшно, а для вас, черти мои дружки и помощники, звучит спокойно и нормально, и повседневно. Желаю вам удачи, разума и хорошей жизни в достатке, что немаловажно в наше трудное время. Всем удачи!